Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. И сегодня, как никогда, нам надо быть вместе и поддерживать друг друга. Подписывайтесь на телеграм-канал Яндекс.Дзен, ссылки в описании внизу. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, нажимайте на колокольчик, деритесь, ругайтесь, соглашайтесь. Только не оставайтесь равнодушными. Как всегда, выходим, или по выбору выползаем из тени, начинаем жить. Сегодня разберем вопросы, пришедшие от моих подписчиков. Наши подписчики интересуются, как вы впервые встретились со своим первым пациентом. Был ли страх? Какие ощущения были после приема? И вообще, как все прошло? Чтобы тебе доверили этого самого первого пациента, врач сначала должен отучиться 6 лет в институте. А нас гоняли как сидорову козу и учили не то, что сегодня. Лайт обучение. Хотя, понятно, вы мне припишете обычный для старых брюзжалок. Да, были люди в наше время, не то, что в нынешнее племя. Богатыри, не вы. Но это уж как решить. Потом 2 года специализации, называемой ординатурой. А у меня это было дополнительно еще 1 год интернатуры. И потом, под опекой и под наблюдением старших товарищей, более опытных врачей, допускают молодого специалиста к живым пациентам и лечебным процедурам. Так что за 8-9 лет обучения как-то замыливается понятие первый, вернее этих первых, но еще не твоих, а под опекой. Уже набирается не 1 сотня. И наступает момент, когда очень хочется отделиться от родной государственной кормушки, которая предполагает давать тебе и твоим пациентам совсем немного, но регулярно. И наступает ломка. Вот это значительный период жизни каждого человека. На это решиться ужас как страшно и сложно. От дешевой дармовщинки, пусть и за 3 копейки, и на свободные хлеба. Ой, ужас! Вот это да! Когда я вынужден раз в 5 лет проходить специализацию или встречаюсь на слетах выпускников со своими коллегами, я закономерно прослеживаю такую особенность поведения. Это такое двойственное отношение их. С одной стороны, все они в какой-то степени мне завидуют, вне зависимости от научных степеней и званий. Завидуют в основном той самостоятельности, которую я обрел со временем, занимаясь своим делом, своими клиентами и почти полностью став независимым от государства. И каждый, особенно по молодости, говорил мне о том, что он вот-вот собирается, вот-вот решится и тоже будет заниматься частной практикой. За все почти 40 лет моей практики мне встретилось всего лишь несколько однокашников, которые решились на такое. Занялись частной практикой или образовали свой бизнес. На самом деле, наоборот, многие, просто попытавшись и встретившись с неимоверными трудностями, ответственностью, ласково сдавливающей твое горлышко заботой государства, вниманием все проникающей коррупции и бюрократии, сертификацией, лицензированием, быстро ретировались обратно в тихую гавань госмедицины. А лучшие стали востребованы коммерческими медцентрами. Таких, как я, психов-одиночек, индивидуалов, я за последний год встречал. Во всяком случае, в психиатрии точно. Так что леденящих душу подробностей встречи рефлексирующего чеховского врача и пациента от меня услышать, видимо, не получится. Трудность не в этом. Когда я разделяю все беды и заботы своего клиента и вместе с ним выплываю из трясины, большего кайфа не придумаешь. И для него, и для меня. Легче, наверное, такое нытье услышать от начинающих психологов.
3-4 года обучения, не в медвузе, а абы в каком вузе, который дает абы каких преподавателей, и давай, учи жизни клиентов и даруй им счастье и здоровье. Ну, в моем понимании это полушарлатанство. Но в классической медицине, психиатрии или психотерапии это считается, ну скажем, уровень квалификации санитарки в больнице. Ну вот, такие мои истории и такие пироги. Итак, друзья, делитесь своими мыслями, вопросами, пожеланиями в комментариях под этим роликом. Я думаю, особенно если вы прямо сейчас поддержите меня лайками, подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик и порекомендуете его своим друзьям. Или подпишитесь на телеграм-канал Яндекс.Дзен, ссылки в описании внизу. Мы сможем с вами делать эти встречи чаще и поговорим о множестве других путей выхода из самых разных затруднительных ситуаций, с тем, чтобы делать более решительные шаги навстречу своему будущему. Будем снова учиться брать судьбу за жабры и ни за что ее не отпускать. До новых встреч, друзья! Ваш архитектор судеб, с вами был ваш доктор Куров.